Всем привет! Вы на канале Ремгар, и сегодня мы оставляем отзыв об автомобиле, об легендарном автомобиле Toyota Corolla E150, то есть в 150-м кузове. В нашей стране этот легендарный автомобиль начал выпускаться с 2007 года, ну и по сути дела в рестайлинге продолжает выпускаться и до сих пор. Итак, сначала немножко о комплектации. Комплектация данного автомобиля это 1.6 на механике. Здесь у них комплектация бывает на роботе. Говорят даже, что бывает еще на гидротрансформаторном автомате, но таких машин очень мало, честно скажу, я даже не встречал ни разу их в объявлениях. Такую машину сейчас можно купить только на вторичном рынке, то есть сейчас уже идет более другая рестайлинговая версия. Ну и, собственно говоря, давайте немножко поговорим о данном автомобиле. Итак, первое, что радует больше всего, это, конечно же, ее неубиваемость, ее надежность этого автомобиля. Сердцем автомобиля является двигатель. Здесь двигатель идет 1.6, 16-клапанный, системе VVT-i. Сейчас я вам покажу. Вот. Система VVT-i, то есть это интеллектуальная система управления временем открытия и закрытия клапанов. Для чего это делается? То есть это делается для того, чтобы поддержать полку момента. Что такое момент? Вращающий момент – это сила, умноженная на плечо. То есть это, грубо говоря, с какой силой будет крутить ваш двигатель. И дело в том, что на высоких оборотах и на низких оборотах момент, когда двигатель сильно крутится, то время, когда клапан открывается, должен быть немножко меньше, чем то же самое, когда на низких оборотах крутится. И вот в этой системе, эта система сделана так, что она умно распределяет время открытия и закрытия клапанов. Таким образом, на высоких оборотах у нас момент не теряется, то есть момент не падает. Вот как раз за счет этой системы VVT-i этот двигатель имеет 124 лошадиных силы. Вот. Интеллектуальная система. Дальше, значит, вместо ремня ГРМ здесь стоит цепь, то есть привод цепной. В принципе, за ним менять его не нужно в пределах 200 тысяч заявлено. Нужно слушать звон, и если цепь будет звенеть, ее необходимо обязательно поменять. Дальше. Свечи. Свечи здесь стоят иридиевые. Вроде как тоже заявлено, что они неубиваемые. Они проходят 200 тысяч километров без замены. Но вот у этого автомобиля в наших русских условиях зимой мы уже поменяли эти иридиевые свечи. Можете посмотреть, как мы это делаем. Из еще таких вот мелких недостатков. Бачок омывающей жидкости на стекла находится вот здесь, вот в этом месте. Вот попробуйте только забыть залить сюда незамерзающую жидкость. А вы потом будете так ковыряться, либо всю зиму будете там ездить со льдом до тех пор, пока не растает, либо вы потратите очень много времени для того, чтобы исправить вот это. Это вот, к сожалению, минус. У Toyota есть вот такие вот маленькие болезни. Например, вот здесь вот стоит обратный клапан, и он выходит из строя. Как только не пытались здесь починить, что-то там паять или еще что-то, она никак не подвергается ремонту. Вот, и это скоро подлежит замене. То есть здесь, в принципе, можно поставить обычный от АвтоВАЗа, вот этот вот тройник, но он без обратного клапана, стоит 15 рублей. От Mitsubishi можно сюда поставить, он будет стоить 75 рублей. Там он будет уже с обратным клапаном.
если у вас автомобиль после 2009 года, то вот эта вот система воздухозабора была там немножко изменена, и в принципе автомобиль стал более экономичным. То есть если вот у этого двигателя заявлен расход бензина 7-8 литров, то вот после 2009 года автомобиль ест не больше 7 литров. Еще, это обычный классический атмосферный двигатель, да, то есть здесь нет никаких турбонаддув, там турбины и так далее. Это и хорошо, это как раз и делает этот автомобиль безотказным, не ломающимся, достаточно простым и надежным. Но вот у этого автомобиля конкретно сейчас по борт-компьютеру показывает 9, но когда реально начали замечать, это где-то около 10 литров. Реальный расход данного автомобиля. Цикл городской, то есть только по городу, можно сказать, ездить. И сейчас еще необходимо напомнить то, что сейчас температура минус 20. Этот автомобиль проехал 130 тысяч. 130 тысяч километров. То есть, кроме замены свечей, а свечи здесь, в принципе, все равно не дешевые. То есть, на свечи ушло 2500 рублей. Хотя, скажем, какой-нибудь на ВАЗ это было бы 500 рублей. Здесь поломок не было. То есть, в принципе, машина, двигатель достаточно надежный. Так, еще какие проблемы здесь бывают? Здесь бывает, выходит из строя термостат, но бывает, начинает скрипеть ремень генератора. Там не сам ремень скрипит, а шкив немножко скрипит как-то. И бывает, потекает датчик давления масла. Но обычно просто его нужно подтянуть и все. В принципе, сам двигатель больше здесь вот в подкапотном пространстве ломаться-то и нечем, да и не ломается, в общем-то. Ну, естественно, менять нужно все фильтры, расходнички, вот это все менять. Итак, идем дальше. Подвеска. Подвеска здесь стоит классический Макферсон. То есть сзади балка. Собственно говоря, это хорошо. Может быть, она и не такая мягкая, как, скажем, многорычажка, но она практически неубиваемая. Практически неубиваемая машина, практически неубиваемая подвеска. Об этой подвеске ходят просто там легенды какие-то. Самый больной момент, наверное, у этой машины — это стойки стабилизатора. Стойки и втулки стабилизатора. Поперечную стойчивость. Их нужно постоянно менять. Стучат, скрипят. Надо менять. Мы уже меняли. Можете посмотреть, как это делается. Но на самом деле, даже несмотря на то, что там балка, машина едет достаточно плавно и мягко. Это из-за ее широкой базы. Подвеска достаточно высокая. То есть, вот смотрите, я сюда могу запихать руку. Здесь моя рука лезет. И, в принципе, зимой по ухабам, по колеям можно на ней ехать и практически не задевает дном. Особенно хочу отметить в подвеске это вот этот вот задний скос заднего бампера. Значит, видите, как он поднят высоко? Очень удобно парковаться задом к бордюрам. Бордюры не задевает. Очень удобно вот этот вот момент. Дальше, ну, собственно говоря, как и у всех седанов, вот эта вот болезнь, видите, здесь постоянно лед скапливается. От чего скапливается? Сюда попадает снег, сзади стекло нагревается, вода стекает сюда, и здесь она уже замерзает. Но это у всех седанов вообще, это не только Corolla, это вообще болезнь всех седанов. Поэтому здесь вот могут и резинки лопаться, здесь могут стираться краска вот от этого. Здесь могут появляться какие-то царапинки там. Ну, это у всех так. То есть нужно быть здесь с этим аккуратным и осторожным. Еще хочу отметить вот такой вот момент. Бачок
куда заливается бензин, находится с левой стороны. У большинства машин все-таки у нас находится он справа, поэтому на заправке, когда заезжаешь, подъезжаешь с той стороны, что бачок находится заливной слева. И в очереди практически никогда нет. То есть вот такой маленький, но приятный бонус. По дизайну. Сразу скажу, дизайн здесь, ну, как бы на любителя. Я вообще человек не придирчивый к дизайну, мне все нравится. У некоторых начинают, как бы, какие-то... есть какие-то претензии к этой машине, но у меня, в принципе, никаких претензий нет. Вообще, законодателем мод сейчас у нас вроде как являются корейцы, которые задали такой тренд, что вот бока машин должны иметь какие-то такие штампованные острые углы. Например, вот эти вот арки должны быть рубленые. Здесь вроде бы как есть небольшой, но вот эта вот арка визуально должна быть, вот этот вот сруб должен быть визуально более четким. Таким образом он как бы визуально увеличивает арку. Вот. Здесь она не такой четкой, то есть здесь вот это вот среза такого четкого нет. Дальше, вот эти вот штампованные все вещи, детали, что кузов, что вот здесь, что на капоте, что вот здесь вот на кузове, они все-таки немножко скруглены. И вот эта скругленность, она не как бы придает машине такую мягкость, что ли. То есть вот если более посмотрите внимательно, скажем, у корейцев как бы более четкие, острые такие углы, они придают грубости машины, мужественность, что ли, мускулов. То здесь как-то все это немножко скошено, и машина как бы более такая мягенькая, такая пушистенькая выглядит. Вот как-то так. Вот здесь вот тоже самое. То есть нету никаких острых. Здесь все так плавненько скруглено, и нету никакого такого острого. Вот. Ну, еще раз повторяю, по дизайну здесь как бы каждый сам за себя, и кому-то нравится что-то, кому-то не нравится. Мне здесь все нравится. При посадке в данный автомобиль, вот здесь вот сверху, как бы для толстого человека, для большого человека, это вот достаточно находится низко, и приходится голову свою как-то вот так вот наклонять, что является, ну, короче, надо приноровиться. И для большого человека садиться на первых порах может показаться какой-то дискомфорт. Дальше, при посадке. Вот я сижу, и я головой упираюсь в стену. Головой я просто упираюсь в потолок. У меня рост 1,74 м. То есть вот этот вот крышной покат, делать неудобно сидение сзади, потому что я сижу прямо упираясь в потолок. Мне нужно либо сползать как-то вот так по сиденью, а колени здесь уже упираются в водительское сиденье, их куда-то надо расставлять, либо как-то вот искать какое-то такое вот положение, то есть сидеть, кататься по заднему сиденью для того, чтобы мне головой не вбиться в потолок. А еще бывают и кочки. На них подпрыгиваешь и бьешься прямо в потолок стен. Поэтому сзади, ну, смотрите сами. Кому-то удобно, кому-то неудобно. Но, в принципе, нормально. Ездить, сидеть можно. То же самое спереди. Ну, спереди, конечно, в потолок не упираешься головой. Но вот этот вот порог достаточно высокий. И его, чтобы в него залезть, нужно высоко поднять ногу, перепрыгнуть туда и залезть. Дальше, вот я сел. Посмотрите внимательно. Я просто сел. Для того, чтобы туда залезть, мне нужно головой наклониться и пропихнуться вот сюда вовнутрь. Нелегкая эта работа.
Внутри салона, в принципе, все находится на своих местах, все удобно. Рефлекторы, которые позволяют нам направлять воздух. Магнитола стоит, не сенсорная. Значит, механическая коробка передач. Рычаг на стандартном месте, там ручник. Прибор панель состоит из двух колодцев. Тоже специфический, то есть мы, когда вставляем и поворачиваем ключ, здесь колодцы загораются, внутри загораются колодцы, внутри колодцев у нас находятся приборные панели, значит, индикаторы находятся здесь. Когда заводишь этот автомобиль, так, сейчас не покажите. Давайте сейчас с вами заведем. Итак, вот мы с вами завели. Обороты сейчас где-то 1200 держится. Должны держаться там 1000, даже 400 здесь. Сейчас держится, потому что холодно. То есть он прогревает сейчас двигатель. Смотри, слушайте внимательно. Практически не слышно двигатель. Особенно после какой-нибудь там нашей русской машины. И руль абсолютно не дребезжит ничего. Никуда никакие вибрации не передаются. Вот, оборот упали до 1200. Дальше. Вот что мне, например, первый раз, когда я пересел после русского автомобиля, вот сел и проехался на автомобиль Corolla, что мне не понравилось. Я практически не слышу двигатель. Я не слышу, в какой момент мне нужно производить переключение передач. Не слышу этого, не чувствую. Здесь есть вот такие вот две стрелочки. Когда загорается стрелочка вверх, это значит переключай на более высшую передачу. И вот едешь и смотришь на эту стрелочку. Ага, стрелочка загорелась, значит надо еще выше. Стрелочка загорелась, надо еще выше. Стрелочка загорелась. Но на стрелочку-то смотреть как бы это плохо. Надо смотреть на дорогу, надо за дорогой следить, а не за стрелочками, там, когда мне переключать. Но потом привыкаешь. Достаточно быстро, там буквально через 3-4 дня уже привыкаешь, и ни на какие стрелочки не смотришь, уже спокойно едешь и переключаешь передачи. Качество кузовного покрытия здесь, я бы сказал, оставляет желать лучшего. В общем, краска царапается, и после сколов она как бы до кузова бывает. То есть даже вот здесь, вот, если можете посмотреть, вот посмотрите внимательно, вот это вот сколы. Вот здесь, вот, это тоже все сколы. Но кузов здесь оцинкованный, и даже если у вас появятся сколы, то гнить машина в этих местах не будет. То есть, если не было никаких аварий там каких-то крутых, то в принципе кузов вам прослужит очень-очень долго. Итак, по электрике. В принципе, электрика здесь сделана очень качественно. То есть, вообще говоря, практически в 90% случаев выхода того или иного электрооборудования проблему решает замена предохранителя. То есть заменил предохранитель, все починилось. Автомобиль неприхотливый к обслуживанию, достаточно надежный. За свою стоимость я считаю, что на вторичном рынке просто нет лучшего автомобиля. Это, наверное, самый-самый честный автомобиль на сегодняшний день. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.